Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Недолго пел аккордеон. Ребята сгруппировались. Наматываю километры. Нашли новую тему. Все так ждали эту вторую фазу. Шикарный выбор. Не ожидал. Бизнес на ровном месте. Уже такой на взводе. Я устал ходить. Любой участник буткемпа должен постоянно грызть. Говорит, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Друзья, сегодня решил вам рассказать о рынке сувениров и подарков в Гуанчжоу. Я знаю, что вам интересна тема. Хотите посмотреть? Кайшиба. О, красавчик. Смотри, 16 секунд собрал кубик. What's price? 35, 50, 60. Пацаны, купите у него кубик Рубик. Он просто молодец, классный маркетинг. Он не просто стоит на точке, смотрит на покупателей, он собирает кубик Рубик и тем самым привлек меня к себе в магазинчик. Куплю у него, поддержу человека, правильно? 20 hours. 20 hours. Прикинь! То есть он постоянно этим занимается. То есть он знает, что 20 часов собирает этот кубик Рубик. Круто. Ребят, смотрите, пока вы не можете собрать вот этот кубик Рубик, который человек за 15 секунд собирает, этот человек может собрать вот этот кубик Рубик, он, кстати, тяжелый такой, за 20 часов. Как и в жизни, кто-то решает маленькие проблемы, а кто-то решает большие. Видел очень много стендов с этими платьями. Я думаю, что их есть смысл тестить в Украине. Как ты думаешь насчет этого? Я вот не понял, она говорит, это 16 юаней одна модель, а это 23. Ну да, это маленькие, это большие. Окей. Здесь bigger? Все великие, да? Да. Типа разные размеры. Ну, 16 юаней это сколько получается? Это $2 и 30 центов где-то примерно. Даже не знаю. Мне, честно, сложно сейчас понять. Раньше продавали типа ежедневник и ручка, а сейчас продают, смотри, мышка, флешка, ручка. А это что? Это что, пауэрбанк? Да, это пауэрбанк. Вот что значит подстраиваться под современный мир. Помните такой пауэрбанк? Мы на фабрике были. Этот 6,5, и этот стоит порядка $11, здесь 10 тысяч. Забрендировали, видишь, и продают. What's price? 180. 190 юаней. Last. 150. То есть сразу же 40 юаней скинула. Да, нормально так. Так 190 это в порядке. Это $28. What time? Ну? Да. You know time? Говорит, говорит, пацаны, я не знаю, сколько времени. Сапожник без сапог. Такая целая точка, как у Ромы Помазана Светильников. Ром, тебе привет. Новые коты, вот эти прикольные. Именно вот это, да? Андрей, что думаешь? Ну так, интересно. What's price? Ага. Понятно. Эти 55. 50 это не $5. А, это 7, да? Давай спросим, сколько этот кубик стоит там, где не сидит парень и его не собирает. Что-то, мне кажется, дешевле он тут стоит. What's price? Здесь? 20 юаней. А за сколько мы там взяли? За 18. У парня дешевле на входе, на секундочку. Уже досок вот таких много. Их уже много кто продает, потому что уже несколько лет продаются они в Китае. Единственное, что они по качеству стали получше. Смотри, пишет уже, действительно, уже поинтереснее. Кстати, смотрите, 15 юаней. О, так это наша. Да. Ребята, особенно те, которые хотят посетить весь мир и собрать статуэточки со всей планеты. Моя большая рекомендация вам приехать в Гуанчжоу на рынок сувениров и купить сразу же все статуэтки со всего мира. Пожалуйста, Лондон, пожалуйста, Гуанчжоу, пожалуйста, Шанхай. Все города мира есть в Гуанчжоу на рынке сувениров, потому что именно отсюда они тянут сувениры в свои города. В Амстердаме, Лондоне, в Париже не делается нифига. Ха-ха. Я нашел Эйфелеву башню. Давайте спросим, сколько она стоит. What price? 25. And wholesale 1000 pieces? 6 yuan. Окей.
Ребят, эта Эйфелева башня стоит у нее 6 юаней, что примерно где-то 90 центов. Сколько она стоит? Вот честно. Вот когда под Эйфелевой башней здесь гуляют парни определенной внешности и продают эту Эйфелеву башню немножко дороже. Кто знает, ребят, напишите в комментариях, во сколько раз дороже продают эту Эйфелеву башню в Париже. Япония, Таиланд, Россия, Китай, Макао, Нью-Йорк, и Турция есть. Короче, они вообще для всего мира делают, реально прикол. У нас будет встреча на тему создания бренда. У кого нет бренда, сегодня должны его придумать, у кого есть, должны сегодня его нам поведать. Вопрос в том, чтобы просто каждый из вас задумался, если кто-то не сделал еще свою торговую марку, чтобы просто каждый задумался, как вообще ее делать, чтобы пошли мысли. Мой опыт, это должна быть очень простая торговая марка, 3, 4, 5 букв, простым шрифтом, не замороченным. Придумал название, называется Шалим. Шалим. На самом деле, типа, ну, взял буквы из имен там дочки свои, жены и фамилии, все. Пошали. Называется Шалим, она не зарегистрирована нигде, я проверил, то есть нормально. Моя марка будет называться «Корпорация 3 единицы». У меня есть логотип. Ты зарегистрировал ее? Еще нет. Ну, нужно, потому что уже где-то через 1,5 месяца или 1,5-2 месяца выйдет этот ролик. И в любом случае кто-то зайдет ее и зарегистрирует. Когда уже 10 лет я ее развиваю, все знают, по крайней мере, в моем городе точно. И не смысл мне что-то новое выдумывать, когда есть уже готовое. У меня два варианта есть. Первый вариант, так как моя первая буква имени А от фамилии С, просто Ас. Ну и как-то ее скомбинировать. И второй вариант, можно просто, я даже когда-то прописывал, Андрей Смет, и, логотипы Андрей by Смет. Именно на какие-то, я думал когда-то одеждой заниматься, и на одежде, на лейбе это бы, ну я уже вижу, как оно выглядит. И для меня оно как-то так-то очень хорошо. Прикольно, просто Смет прикольно звучит. Ну да, Может быть, свободно. Смет. Мне тоже нравится. О, супер. Ребята сейчас разбрелись по рынку, чтобы ходить самостоятельно, потому что одна из моих ключевых целей – сделать их самостоятельными. Я категорически не приемлю, когда люди ходят за одним человеком, группой. Ключевая мысль – донести людям, как делается бизнес. Здравствуйте. Ну что? Ничего, нормально. Прям сегодня этот лучше. У нас все получается. Ребят, ну как вам? Нашли новую тему. Это будет хит продаж. Как думаешь, тема классная, если целый большой магазин просто разных видов бутылок с ушками? Розовые, черные, зеленые, маленькие, большие, детские, взрослые, для мужчин, для женщин. Бутылки для собак, для котов и для маленьких таких белых, знаете, таких себеков таких. Вот это вот себечья такая. Смотри, какой прикольный товар для магазинов. Hi. What's price this? Oh, this is 980. Смотрите, ребят, для любых магазинов можно использовать. Вот так можно духи продавать, вообще все что угодно, там флешки, пауэрбанки, смотрите. Как вам вот такие вот подарочные темы? Например, если бы Zara себе поставила в магазинах эту штуку, я думаю, что до дома бы ее покупали. Камни есть все на месте, ничего не отпало. Да, забирай меня скорее. Вот так идет продажа у китайцев. Сразу один обрабатывает ноги оффлайн, а второй видео онлайн показывает. Ну, правда, мы уже купили 2 банки. Очень хорошая штука. No. Okay, though. Okay. Yeah, belly button, belly. Oh. Сразу массаж, типа, ну, все делаешь, чтобы купили. Конечно. Пацаны, конечно, остались ни с чем, но зато у Васи шузы чистые. Ну? Такие простые, да, пошли, потрогали. Да. Они там все такие, ребята. Да. Дела, они за мной бежали. Я еще меньше говорил цены, и они мне отдавали, прикинь. Мне баба говорит, 90 юаней, я говорю, 50. Она говорит, нет, 70. Я говорю, 50. Она говорит, 70. Я говорю, нет, я пошел. Она подбегает, давай 60. Я говорю, нет, 50, и пошел. Она говорит, ладно, давай. Я говорю, 45.
В итоге за 45 не отдала, блин. Машинка, короче, американцы стоят там. Машинка детская, большая, прикольная. Они ему втюкивают за 200 юаней. Баба на меня смотрит, я говорю, сколько денег? Он говорит, типа, отдам тебе за 150. Я говорю, нет. Я говорю, не, типа, 100 дам и все. Он такая, не. Я говорю, ну я пошел. Она подбегает, короче, давай, за 100, только тихо. Подходит мне втихую пакет от этого англичанина, американца, чтобы он не видел. Кидает коробку, пока он там возится с другой машинкой. И мне отдает, я 100 юаней забрал. У меня динамичное название, как мне кажется, но оно связано с дефисом. М-дефис Кио. Максим Ковалев. Это изначально, но на самом деле Кио в боевых искусствах означает нокаут. Нокаут символизирует в первую очередь режим, во вторую очередь силу и в третью настойчивость. М-дефис Кио, yes, вот так вот. Вот именно. так именно, да? Да. То он странно читается, М-дефис Кио, хрен знает как Не, это. МКО. МКО читаю. Оно будет Я читаю МКО. Ну и потребители также будут. Ну да. Если бы ты поставил после К точку и О точку, то может быть Кио. А если точку не поставить, то будет МКО читаться. На уши лучше звучит МКО или МКО. МКО, да, в любом случае МКО. Вы только будете знать, на что заложено в Кио на самом деле. Если это где-то пролезет, ребят, И миллион подписчиков. Кио, Да, вот так рождаются бренды, под секретом. Пока все будут читать МКО, мы знаем, как его правильно читать. Ну, получается, у меня фамилия Коломеец, у меня у моей супруги девичья фамилия Островская, и у меня у моих родственников фамилия Сергеев. То есть я, получается, просто сочетание 3 букв придумал, и это отсылка к такому там прошлому, интересному. Кос. Коломеец. А ты не наушники будешь делать? Нет. Я просто подумал, что ну какие критерии типа к торговой марке? Это слово должно быть звучное, уже наполненное чем-то. Кратко, запоминающееся, сразу понятно клиенту, и ты уже И это зарегистрирован. зарегистрировано, да, это... Кос у меня похоже Вадос будет. Я не стал сочинять велосипед, это все очень просто и мне нравится. Расшифровки нет никакой абсолютно, это просто название, да. Можно сразу же вот со Стасом кооперацию делать там, Корпорацию. по бутылке. кстати, вода. Печатать бутылки. Вадос, кстати, ну вот представь, вода. Я тебе продам, зарегистрирую и продам тебе другую. Да. В Россию. Ну вот реально Вадос, мне кажется, вот там в России, Украине зашла бы вода, ну название Вадос. Все, всем спасибо, завтра игрушки, подарки, 9:30 старт. Все так ждали эту вторую фазу, особенно Макс, он верил, надеялся, ждал. Я думаю, на втором в любом случае найдется то, что будет интересно для меня. Завтра поеду и увижу это своими глазами. Сейчас ситуация уже стабилизировалась. недолго пел аккордеон. Ребята сгруппировались уже на позитиве. Товара нереально много. Очень много, очень много. Шикарный выбор. Не ожидал. По сравнению с этой с первой фазой, сейчас все покажем. И есть такие товары, которые, я уверен, они зайдут аж бегом. Но как я и говорил с самого начала говорил всем. Ребята, самое главное продажи. Чем может быть полезен Артем Степанчук? Это продажами. Это тем, что я понимаю в продажах очень хорошо. Во всех каналах продаж. Есть какие-то красивые вещи, но как их продавать, у меня нет понимания. Вот этому берите и учитесь. Спрашивайте, анализируйте. Это то есть у вас есть доступ к телу. Вы можете 24/7 спрашивать у Артема Степанчука эту информацию. Ребята пытались все-таки думать по-своему. Товары, интересные трендовые товары найти и так далее. Это ошибка. Нет, нет, нет. Вам нужны товары мелкие и желательно с каким-то интересом, добавленной стоимостью. Вот обратите внимание сюда. Китайцы доработали, да, наш там советский пульверизатор. Здесь есть какая-то емкость и сенсорная кнопка. Смотрите. Можете подумать, как часто вы меняете дома у себя пульверизатор. Вот, ответите на этот вопрос словом «никогда». Hello. What price of this? 20 гривен? 120 гривен. Ну да, это очень специфическое. Ну смотрите, 120, да, 120 гривен входная цена. Это очень сложно продавать. Поэтому такие товары мы отметаем сразу. Пойдемте дальше. Подушки под голову. Which price? $3. Ага. $3 стоит подушка. Посмотрите в аэропорту, сколько она стоит, ребята.
бизнес на ровном месте. И то, это я не торговался, я думаю, там за двушку можно забрать, если партию покупать. Если там, может, кто-то будет затариваться, там 1000 штук, то я думаю, по баксу они отдадут аж бегом. Максим такой человек, мне кажется, вообще Китай создан для него. Окей. Don't worry. Неплохо. What the price of this car? 11.3. And the MLQ? Okay, 1,000. 1,000? 500. No, 215. And this is mixed carton, 500 together. It's not... No problem. Смотрим, как после выставки запоет. Конечно, я надеюсь, что они подвинутся все полностью во всем. Какая минимальная партия? What is that? Есть. 7,000 tops. MIQ тебе там говорят, по-моему, вот такой какой-то космический. Вот сегодня я подошел, там один конструктор, и говорю, сколько купить? Они такие, ну там 2400 штук, стоит $18. На калькуляторе посчитал, это получилось $50 000. Буду ли я сейчас вкладывать $50 000 в конструкторы? Скорее всего, нет. Не хочет падать. Да, я знаю. Ну что пластиковые. Вот если сделать такую же вилку из... Крахмаль. Крахмаль? Эко. И думаешь? Ну, я думаю, да, это новое поколение. Крахмаль, пластик, посуда. Я сомневаюсь, что это крахмал. Правда, говорит. Какие доказательства? Картинки. Он показывает нам сертификат, распечатанный в каталоге. В фотошопе такого сделать невозможно, это 100% правда. Почему у вас нет международного эко-сертификата? Это не он. Там должна быть такая эко, там должна быть зеленая такая штучка. Зачастую вот это то, что хотят делать для природы, другим боком вылазит природе еще больше. Ты понял? Друзья, барабанная дробь, па-па-па-пам, Мишка из Рос. Сколько их было продано? Особо предприимчивые ребята, они начали просто формы производить. Эти штуки продаются просто спрессованными, цветы. И здесь уже их отпаривают и просто лепят на форму. Будет дешевле в 2 раза, чем Китай делаете. Тут надо все как бы с позиции адекватности. Много электромашинок этих маленьких, мерседесики там брендовые такие. Ты если увидишь краем глаза, маякнешь, ага. Hey. Мерседес AMG-шный GT. Мечта просто, мечта. Себе представь, ты сел, сюда девчонку посадил, сюда ты упал. И вы едете. Качество, конечно, вообще 0 просто. Очень слабое качество. Ставим в гараж, эта машина не для нас. Наматываю километры в поисках счастья. Макс намотает, так намотает. Погнали. Я этот блок весь закончил. Начинаем тот. А мы только один павильон прошли. Вот эти последние дни уже такой на взводе, уже много чего. Я думаю, что результативность из-за этого падает. Сегодня ходил мало. Я устал ходить, потому что осталось несколько дней. Я для себя выводы уже сделал. Я уже не напрягался сегодня, вот честно скажу. А завтра я вообще ничего делать не буду. Любой участник буткемпа должен постоянно грызть. Игрушки классная тема, тем, что постоянно появляются в ней новые тренды. А игрушки какие шикарные здесь. Так, вот такое в руках калашматить. Держи паука. Видите, как отличить завод? Ну, то есть мне кажется, что это завод, либо это дистрибьютор завода. Моноассортимент. Ну, меняются только цвета. Понял, что там не только производители товаров, там еще и много перекупов, которые продают через 5-10. Это рынок. Весь Китай это рынок. И здесь нужно договориться за хорошую цену всего лишь. Excuse me, this is a trader? No, we are factory. Видите, как говорят, сразу factory. Это фабрика. Тут представлены топовый самокат. How much is 500 piece? Вот это профессиональная модель. У нас в Украине цена примерно 5. Ну вот качество сборки, легкий алюминий, уровень колес, подшипников тут
под мостом типа кататься, как и делают. Ну да, це ж трюки самокати. It's about $43. 43. Ну, 1000 гривен получается. У нас 5. Когда ты на кантонской ярмарке, либо там вообще в Китае находишь какой-то продукт, и ты им сильно загораешься, вот ты сильно загорелся. Я думаю, у нас на ринок вони зайдуть аж бігом. Hello. What price? $22. У нас ціна буде на промподшипниках мінімум 1,5. Легкий алюминий. Идеальный просто. И расцветка классная. И можешь попасть на бабки. Просто там, на полтинник, на 70, на сотку можешь попасть. Просто потому, что ты сильно загорелся. Что это значит? Товар прикольный, классный, тебе он зашел, ты привез, а он не продается, людям он не нужен. То есть кроме тебя этот товар никому не нужен в твоей стране. Есть уникальная возможность спросить у других ребят, можно просто сказать: ребята, я могу быть неправ. Сказать это самому себе. Подскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому товару? Что вы думаете по этой математике, по этому товару? Дайте свою честную точку зрения. И ты получишь много точек зрения опытных предпринимателей, и мою в том числе. Сейчас вот привык и уже вижу. Вижу намного больше, чем я видел в первый день. Тут трэш, не подходит. Идем дальше. Нравится, идешь, смотришь. Не нравится, проходишь мимо. И не надо там особо психовать ни о чем. Can I test? Говорю, можно я попробую? Он задумался, думает, как же это должно выглядеть. Взгляд такой интересный у него, да? Глубокий, да? Глубокий, да. Застыл, братишка. Почему ты застыл? Просыпайся. Do you have WeChat? Good. Never forget. Never forget. Вы на поре понравилось. I never forgot about you because I like you. You're very beautiful, okay? Thank you. I'm waiting for. Это как общаются китайцы, посмотрите. Пришли мне каталог. Посмотрите. Пришлите мне каталог. Привет, вы очень красиво. Ну, то есть китайцы уже начинают коммуникацию с первого слова. Вот это сами ходовые вот вещи на данный момент. Вот колесико, подшипники, ручки. Ну, велики качество тут, конечно, не очень. Вот эти есть у меня, вот продаем их по 1800 гривен вот эти вот. How much? One piece? 23.2. Ну, 550 гривен. С доставкой плюс там 1000, да, будет плюс-минус с растаможкой. Для розницы пойдет, для опта нет. Тут, в принципе, осталось-то мне прошуршать не так много. Ты со мной? Дай-ка я сейчас сам прокачаю. Поливаем рассаду. Из глаз тоже льется. Представь, он плачет. This is like a cry, you know? Yeah. Don't cry. Что-то сегодня слабоватая выставка. Мы обошли все игрушки. Да, и очень слабый ассортимент. Пойдемте покажу нормальную тему. Солью. Смотри. Ты понял? Сечешь фиху. Оп. И каждый тазик, каждый что-то прям круто. Фото? Thank you. Have a nice day. Сегодня у нас последний день выставки и финал China Bootcamp. Победитель получит полное сопровождение старта своего бизнеса. Вижу впервые, это новиночка. Вторая фаза, она не оправдала мои надежды. Ну, типа, какие ко мне претензии? Я приехал, посмотрел, все увидел. Печалька реально. Не все так бывает гладко. Я выбираю